Здравствуйте, ребята! Это русский как иностранный. Меня зовут Зинаида, и сегодня мы с вами будем вспоминать 90-е годы. Этот подкаст для уровня C1, C2. Вы можете послушать данный подкаст на Spotify, а также найти всю лексику из этого подкаста в моем телеграм-канале. Сейчас модно вспоминать или снимать видео или фильмы об этом времени, и я решила поделиться своими воспоминаниями о 90-х годах. Я родилась в СССР в 80-е годы. Это воспоминания ребенка о том времени. Итак, я помню, что самая главная проблема была проблема с едой. В 90-е в магазинах был большой дефицит продуктов. Дефицит – это когда нет еды, да, нет продуктов в магазине, очень мало, недостаточно. Еду выдавали по талонам. Это специальные карточки, которые ограничивали количество товара, которые вы могли купить, даже если у вас есть деньги. Например, один человек, одна пачка сахара или кофе. Нельзя было просто взять 10 килограмм риса, даже если у вас были деньги. И был термин «выбрасывали товар в продажу». Что значит выбрасывали? Не на помойку, да, а товар появился в магазине, вы внезапно его привезли, и люди покупали все, что было. Неважно, надо тебе это или нет, бери, что есть, потому что выбора не было. Сегодня есть капуста, берем капусту, сегодня есть рыба, берем рыбу. В то время страна получала гуманитарную помощь из США, и была курица, и ее называли ножки Буша. Почему ножки Буша? Потому что это куриные ножки, и имя они получили Буша, потому что в то время был президент Америки Джордж Буш-старший. Не все, конечно, любили эту еду, но выбора не было, покупали то, что было. Конечно, многие люди спасались благодаря даче. Вы знаете, в России есть дача, если ты живешь в квартире, у тебя есть земельный участок где-то недалеко от города, или это частное хозяйство, когда люди живут в доме, у них есть участок. Люди выращивали овощи, фрукты, ягоды, все это делали заготовки, да, консервировали излишки, овощи, фрукты и ели в течение года. Это, конечно, была такая помощь самим себе. И, конечно, многие в деревнях имели животных, домашних животных, коровы, куры, например, козы, овцы, свинья. Все это приносило еду. Вообще корова считается, носит имя кормилицы, потому что она дает и мясо, и молоко. Из молока можно сделать творог, можно приготовить сметану. Конечно, животное было очень ценным, и сейчас тоже. В то время были очень редкие продукты, как жвачки, шоколадки, фрукты. Рынок открылся, и стали появляться жвачки, которые раньше не было у нас. Да? Если ребенок имел какую-то жвачку, он был просто, как будто бы ему дарили драгоценность. Шоколадки. Я помню, что такие бренды, как Snickers, Mars, Picnic появились на рынке, и чтобы получить шоколадку, нужно было очень хорошо учиться в школе, в моем случае. Мы редко ели фрукты, ели их на праздники. Бананы были в наличии, то есть мы их могли купить. Мандарины были только на Новый год, я помню, как и овощи и фрукты, как и овощи, помидоры, огурцы зимой были только по праздникам. Но летом, конечно, мы могли их есть, потому что бабушки их выращивали, многие продавали их на рынке. Киви или ананас, манго мы никогда не ели, появились эти продукты уже в конце 90-х, и мы их стали пробовать. В то время
одежда и мода, конечно, была другая. В начале 90-х и в 80-х в школе всегда носили форму. В 93-м году, я помню, мы перестали носить уже форму и носили свободную одежду, которую хотели. Правила в школе раньше были очень строгие, нельзя было носить и брюки девочкам, нельзя было краситься, носить украшения. Все это было запрещено. Длинные ногти тоже были под запретом. Появилась свобода, что одевать, да, что носить в школе, но могу сказать, что у нас не было большого выбора, существовали универмаги, но в основном люди одевались на рынках. Это палатки, которые стоят на улице, и люди покупали там товары. Торговых центров тогда не было, они появились только уже в начале 2000-х годов. Поэтому многие продавали вещи из секонд-хенда, та же самая гуманитарная помощь из США, либо привозили ее из Турции. И тогда появились челноки, такой термин, когда люди ездили за границу, привозили вещи и продавали. Мы покупали вещи довольно редко, например, перед школой или перед летом. Когда ты приходишь на рынок, ты примеряешь это все на улице, стоишь на картонке с голыми ногами, переодеваешься за какой-то простыню, чтобы тебя не было видно, и все. Поэтому вариантов выбрать одежду было мало. Я могу сказать, что одинаковая одежда продавалась везде, потому что, видимо, они покупали ее в одних и тех же местах. Например, в Москве, в Санкт-Петербурге примерно одинаковые вещи тогда продавали. В 90-х годах экономика была в критическом положении, это время дикого капитализма, появились челноки, как я уже сказала, которые ездили за товарами и привозили их в страну. Началось время приватизации, когда государственные организации, заводы становились частными, и стали появляться первые олигархи. В то время был период бандитских разборок, есть такой знаменитый фильм «Бандитский Петербург», когда люди, скажем так, группа людей делили бизнес, потому что это было время свободного рынка. Пожалуйста, что ты успел взять или что ты успел взять, то твое. А на улицах, конечно, тоже было довольно опасно, потому что после 91 года преступность очень сильно выросла. Было очень опасно находиться или гулять на улице. Были тревожные сообщения, что, например, какой-то преступник появился на районе, поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны. Мы носили камни в карманах, думали, что это нас защитит. Соответственно, в то время также были футбольные фанаты, которые устраивали погромы. На улице было, скажем, небезопасно, потому что и воровали вещи, например, сумки, шапки, поэтому было довольно опасно. Ну, могу сказать, что возвращаться домой было также неприятно, потому что если в твоем подъезде кто-то живет неблагоприятный, плохой человек, то вы можете встретиться с этими людьми, с неприятными людьми. Поэтому с чувством безопасности в то время было плохо. Но что было хорошего? Значит, так как рынок открылся, развлечения и медиа стали доступны всем. Да? Телевидение стало абсолютно другим, показывали очень много сериалов, мелодрам. Это были американские сериалы, бразильские, аргентинские,
американские, мы смотрели все. Появились американские мультфильмы, Дисней. На телевидении не было никакого контроля, делали рекламу всех продуктов в любое время, хороших продуктов, плохих продуктов. Сейчас это уже регулируется, какая реклама должна быть днем, какая реклама может быть вечером. В то время на телевидении рекламировали просто все. Поэтому контроля, что смотрит ребенок, что смотрит взрослый, не было. Мы играли в детстве в Барби, девочки играли в Барби, конечно же, мальчики и девочки также владели игровыми приставками, это было вау, да, если у тебя есть игровая приставка, ты просто царь и бог. Я помню, что дети собирались в квартире у ребенка, у которого есть приставка, играли все вместе, дико, наверное, завидовали, если у него есть. Девочки играли в Барби, если у тебя есть Барби, Кен к ней, или машина, или дом, ты просто звезда, король или королева. Другие, я, например, играла копии игрушки Барби, конечно, были ее копии, более простые варианты. Вот, поэтому такое было детство, такие были игрушки. В музыкальном плане на телевидении тоже появилось очень много копий программ, которые были в Европе, появилась MTV, появились разные направления в музыке, иностранная музыка, это техно, рэп, рок, молодежь все это слушала, и, конечно, появились уже фанаты одного направления, второго направления. Ой, и были стрелки, когда совершались драки между одной группой и другой группой, не только у бандитов, но и у подростков, да, когда они дрались на районе, были сообщения, что, пожалуйста, не выходите в это время, будет какая-то стрелка. Соответственно, сидите дома, не выходите. То есть, понимаете, насколько было, все время ты должен был быть в информационном поле, да, как скажем сейчас, где что происходит, когда опасно, когда безопасно. Но в то время очень было сильное деление на какое направление музыки ты слушаешь, из какого ты района. Это напоминает какие-то бандитские английские разборки фан-клубов или футбольных клубов. Вот примерно такое было и у нас. Мы жили, конечно, в спальных районах, это многоэтажки на окраинах, где нет ничего, кроме как квартир, домов, школ, детских садов, магазинов и поликлиник. Культурная жизнь была, мы ездили в центр, в театр, в музеи. Обычно это были поездки с классом, и культуру мы также постигали или образовывались в библиотеках. В то время люди массово читали еще в советское время, потому что можно было собирать стекло, пустую тару, например, бутылки, и менять их на книги. Таким образом, во многих семьях были коллекции книг. Да? Это было популярно. Мы также очень любили ходить в библиотеки, брать книги домой или читать их там. Не было, конечно, никакого интернета, поэтому из удовольствий, скажем так, был летний отдых у бабушки. Мне бы хотелось еще вернуться к теме дефицита, скажем так, как выглядели наши дома. Я прекрасно помню, что так как не было не только продуктов, не было и вещей быта, например, одежды, мебели, украшений, обуви. Поэтому, если что-то появлялось, то люди стояли в длинных очередях, чтобы купить, например, шкаф, лампу или, не знаю, золотые сережки. Поэтому
квартиры в то время выглядели одинаково. Например, появились лампы, одна была зеленого цвета и белого, и ты выбирал, у тебя не было тысячи вариантов, ты покупал одну лампу, которая есть, или мог выбрать только из двух цветов. Там появился новый шкаф, пожалуйста, у всех одинаковый шкаф будет. Поэтому квартиры одинаково выглядели, а если кто-то купил какие-то сапоги или колготки, или, например, золотые сережки, то часто просили продать это, поменять на что-то. Да, был такой товарообмен, да, поэтому все было очень скромно и тяжело. В то время был популярен еще журнал «Бурда», когда женщины покупали, делали выкройки и сами шили. Очень многие женщины умели шить, вязать и создавали платья, детскую одежду сами из-за дефицита товаров на рынке, конечно же. Но вернемся к радостным моментам. Это всегда был летний отдых. Мы мы не ездили на море, мы ездили к бабушке в маленький город. Это было время, когда ты должен был купить билет на поезд. Этих билетов не было. Мы всегда стояли в длинной очереди, покупали эти билеты и 3 месяца проводили у бабушки. Конечно, это было прекрасное время. Летом у бабушки, где свобода, все хорошо, спокойно, и многие ездили еще в пионерские лагеря. Я думаю, что мы поехали первый раз на море уже когда были в университете. За границу мы тоже никогда не ездили. Я первый раз была за границей уже, когда училась в университете. Это было начало 2000-х годов и получила свой загранпаспорт. Поэтому все удовольствие происходило летом у бабушки, да. Это огород, это можно свободно гулять, плавать. Конечно, 90-е – это довольно тяжелое время. Бабушки, я помню, они тоже голосовали не за демократов, они голосовали за коммунистов, потому что они еще родились в 40-х годах, в конце 30-х годов, и вся эта перестройка, изменение формата государственного уклада, им очень тяжело это давалось, им это не нравилось. Но бабушки оставались бабушками, они всегда нам покупали мороженое, кормили нас очень вкусной едой. Поэтому мои светлые воспоминания были именно о лете, а не о суровых буднях в городе. И, конечно, в то время Россия пережила еще один кризис. Это кризис 98 года, когда рубль обесценился, и люди потеряли второй раз свои деньги. Первый раз, когда во время перестройки все их советские рубли исчезли, они обесценились, и второй кризис был очень серьезный в 1998 году, когда произошел экономический дефолт. В то время было очень много забастовок, зарплаты не платили месяцами, поэтому многие инженеры и специалисты работали на 2 работах, на 3 работах, наверное, чтобы выжить. И, конечно, это все влияло на здоровье людей, многие не справлялись, довольно было сложно. В любом случае, мы это время как-то пережили, закалились, и, как вы видите, у меня очень яркие впечатления о том времени, которое было. Я считаю, что оно было суровым, оно сформировало наш характер. Сказать, что оно было безоблачным, радостным, прекрасным. Нет, наверное, у кого-то это такое детство было, особенно может быть, у более старших, точнее, у младших юношей и девушек, которые родились уже
в конце 90-х, возможно, у них другие впечатления. Мои впечатления именно такие, довольно суровые о том времени. Поэтому хорошие воспоминания, более приятные воспоминания у меня связаны уже с 2000-ми годами, когда мы уже были в университете. Вот. Так что я могу сделать один вывод, что 90-е – это время контрастов, были и плохие моменты, и была и хорошая история с жвачками, да, сникерсами, свободой, которая появилась, с многими преобразованиями. Тяжелое, но интересное время, которое нас многому научило, дало нам этот незабываемый, неповторимый опыт. Давайте, если у вас есть что дополнить, как вы думаете, могли бы ли вы жить в 90-е? Что из 90-х вам кажется странным? Какие 90-е были у вас, в вашей стране? Что вы помните? Что вас удивило? Что вы знали или не знали о жизни в России в 90-е? Может быть, вы слушали или читали, интересовались новостями или историей. И на этом я сегодня прощаюсь с вами. До встречи и пока-пока.